день, дорогие пекари! Когда мы с вами печем хлеб, мы всегда стараемся сделать его не только вкусным и полезным, но и привлекательным, красивым. Сегодня я вам предложу вот такой замечательный вариант. Назвала я его «Облако в авоське», потому что мякиш у него нежный, маслянистый и такой сливочный, а вот эта вот верхняя корочка выглядит как сеточка, напоминает авоську. Интересный хлеб, уверена, что он вам понравится. Не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал. Напоминаю, что здесь мы печем хлеб, булочки, сдобу на заквасках, время от времени на дрожжах тоже. И зовите своих друзей и знакомых. Давайте приступать к рецепту. Для приготовления этого замечательного хлеба потребуется масло, сухое молоко, сахар, вода, мука пшеничная высшего сорта, беру тихорецкую особую. И, естественно, закваска. Я использую Левита Мадре. Она у меня как раз подошла, расцвела вот таким замечательным цветком. И можно ее использовать. Сразу предваряя вопросы, можно ли заменить молоко сухое на обычное, можно, но тесто будет более липкое, более вязкое. Сухое молоко дает кремовый вкус и не дает эффекта вот такого липкого теста, поэтому я использую его плюс воду. Для начала нужно растворить сахар в воде, наливаю 650 граммов воды. Я буду делать большую порцию на 3 хлеба, если вы делаете меньше, делите все на 3. И высыпаю сюда 50 граммов сахара. Дальше ложкой либо венчиком размешиваем сахар. Можно подогреть заранее воду, растворить сахар, но тогда воду нужно остудить, потому что она должна быть холодная. Отставила пока воду в сторону, взяла свою закваску Левита Мадре, нужно ее порезать, нарезать на кусочки, потребуется 200 граммов. Если у вас нет густой закваски Левита Мадре, тогда вы берете жидкую хлебную закваску 100% влажности и пересчитываете количество. Как пересчитать? У меня есть этот сюжет на канале, я оставлю ссылку в описании, посмотрите. Нарезаем на небольшие кусочки и добавляем туда к воде с сахаром. Замес буду делать на целый килограмм муки. В этот раз просеиваю муку, потому что она у меня постояла несколько месяцев и слежалась. Обычно я муку не просеиваю. Видите, комочки, но они легко раздавливаются. Сразу на муку высыпаю сухое молоко, 50 граммов. В этом рецепте присутствует сливочное масло. Обычно я вношу его потом. Масла очень немного, 50 граммов всего. Поэтому сразу его добавляю. Масло полежало, размягчилось. И соль также добавлю сразу 20 граммов. Начинаю замес в своей кухонной машине. Выставила минимальную скорость 15 минут по времени. За 15 минут тесто замесилось, переложила его в миску, накрываю крышкой. Сейчас у меня комнатная температура плюс 20 градусов. Можно оставить при комнатной, можно чуть-чуть потеплее, где-то 22-23 градуса будет оптимально. Буду делать обминки через час. Я решила сделать обминку тесту через полчаса. Планировала сначала через час. Все-таки, да, стоило делать последовательный замес, потому что, видите, тесто рыхловатое. Не такого эффекта я хотела, но я понадеялась, что у меня все-таки тихорецкая мука сильная, и она замесится сразу. Но она, в принципе, упругая, но текстура теста не совсем та, которую мне хотелось бы. Делайте замес последовательно. Сначала мука, вода, сахар, сухое молоко, закваска, и только потом добавляем масло, и потом добавляем соль. Главное сейчас его не перегревать, оставляю на столе еще на час. Прошел еще час. Руки смочила холодной водой. Вытягиваю тесто, оно уже хорошее, оно эластичное, упругое. Что все с ним в порядке. Делаю круговую обминку, накрываю крышкой и оставляю бродить дальше при температуре 21-24 градуса тепла. Через 3 часа брожения теста сделаем предформовку. Подпыляем на поверхность муку, подпыляем муку на стол, отделяем тесто от емкости и опрокидываем миску на стол. Килограмм 940 граммов, то есть я буду делить по 650 граммов. Поделила тесто на 3 части. Теперь нужно сделать предформовку. Куски неровные, потому что есть довески. И в этом случае обязательно делаем предформовку, округление. Заворачиваем края к центру, все срезанные.
Дальше переворачиваем и прокатываем заготовку по столу, натягивая поверхность и округляя. Красивый получается колобок, нежный, чуть более нежный, чем мне хотелось бы. Если вы будете делать последовательный замес, как я уже говорила, тесто будет более крепкое. У меня оно получилось нежноватое, но не страшно. Для моих целей текущего хлеба это подходит. Просто будет чуть более он расплывчатый при расстойке, чем мне хотелось бы. Подпыляем обязательно муку, накройте чем-нибудь пленкой, пакетом, чтобы не заветривалась поверхность, оставляем на 10-15 минут. Прошла пауза отлёжка, тесто расслабилось, убираем пленку. И теперь самое интересное в этом изделии — это формовка. Расчищаем себе место для формовки, берем нашу заготовку, переворачиваем. Смотрите, она у меня вот так в длину, да, продолговатая. Дальше формуем а-ля батон. Заворачиваем на себя. Но только батон у нас будет не длинный, мы его не будем раскатывать. Да, такой толстенький батончик. Подпыляем еще муку. Подпыляем на поверхность слегка. Так, место себе определяем. 1/3 визуально отделяем. Берем скалку и аккуратно прокатываем, делая такой язык. Прокатали, убедились, что все тонко. У меня есть вот такой инструмент, который нарезает сеточку. Если у вас такого нет, можно порезать ножом. Плотно прижимаю, прорезаю, оставляя края. Дальше расправляю чуть-чуть эту часть. Набрасываю на хлеб, подворачиваю края и в таком виде беру кусочек бумаги, укладываю. Все, и в таком виде оставляем на расстойку на примерно 1,5 часа. Духовка у меня разогрелась на 210 градусов. Печь буду на своем стальном листе. Ставлю миску с кипятком на дно духовки, чтобы поднялся пар. Пока пар поднимается, смажу мой хлеб. Здесь у меня желток, разбавленный водой. Смазываю для красивой глянцевой корочки. Температура выпечки 210 градусов. Буду печь 15 минут с подачей пара. Затем я вынимаю миску с кипятком, уменьшаю температуру до 190 и допекаю еще примерно 20-25 минут до готовности. Все 3 хлеба сажать буду одновременно, как вы видите, и печь буду одновременно. По-моему, все получилось в лучшем виде. Мне очень нравится красивый хлеб. Оставляю на решетке до полного остывания. Как видите, рисунок у меня сохранился. Давайте разглядим его подробнее. Красивая, интересная сеточка сверху. Нигде не треснул, нигде не порвался. Скажу честно, 1 из 3 у меня все-таки треснул. Но я думаю, это не критично, не страшно. И напоминаю, что у меня есть хлеб с необычным, интересным декором. Называется хлеб в свитере. Оставлю ссылку в описании. Посмотрите, попробуйте его сделать. Он тоже очень классный. Давайте разрезать. Вот такой получился мякиш, желтенького цвета, очень приятного. Полусдобный хлеб. Структура у него чуть плотнее, чем мне хотелось бы, но я уже несколько раз в процессе приготовления сказала, что я поленилась, замесила все сразу. Сделайте последовательный замес, мой вам совет. Но в целом хлеб хороший, очень ароматный. И сейчас будем делать бутерброды и наслаждаться не только его внешним видом, но и вкусом. Не забудьте подписаться на мой канал, зовите друзей и знакомых, пускай домашних пекарей становится больше. Ну а мы с вами продолжим печь и испечем еще очень много всего интересного.